that give up all personal seeking for comfort, satisfaction, enjoyment or happiness. Речь идет о том, что мать призывает отказаться от поиска личного удовлетворения, удовольствия, комфорта, счастья и так далее. You see, if there is comfort in our house, if there is a kind of a enjoyment, it is fine, but do not seek. The word is seeking. Я прошу обратить внимание на глагол «искать». Не ищи удовольствия, наслаждения, комфорта. Речь идет вот о чем. Если вы живете в доме, который устроен достаточно комфортабельно для вас, так как вам нравится, речь идет не о том, чтобы отказаться от этого, а о том, чтобы не стремиться только к этому. Because when we seek such things, what we do normally is we really spend all our time and energy and consciousness in the seeking of these things and taking you away from the real aim of spirituality. Что на самом деле происходит, когда человек ищет комфорта, удовольствий, наслаждения в жизни, то он тратит всю свою энергию, огромное количество времени на то, чтобы этого достигнуть. И это отвлекает его от настоящего поиска в жизни. Well, there's a third one that's interesting. She says, try to take pleasure in all you do, but never do anything for the sake of pleasure. Третье, что говорила мать, это очень интересно. Она призывала всех, она говорила, что надо научиться получать удовольствие от буквально всего, что мы делаем. Но не надо ничего делать ради того, чтобы получить от этого удовольствие. Well, you can see how sadhana comes into this. That is, if you take pleasure in all you do, the whole attitude to your work changes. И вот обратите внимание, как просто и легко начинается садхана. Дальше мать говорит, если вы научились получать удовольствие от всего, что вы делаете, посмотрите, с каким удовольствием вы начинаете это делать, и как удовольствие меняет ваше отношение к вашей работе. For example, there was a young lady in the ashram В ашраме была молодая женщина, who came from Delhi University having done her MA она master's приехала degree. из Делийского университета, где получила степень. And when she came to the ashram, she thought that being a master's in history, she would take to teaching, which is her natural profession. И когда она приехала в ашрам, то она считала, что поскольку она выпускница университета с ученой степенью, то, скорее всего, предложат преподавать историю. Это, наверное, было бы естественно, это ее профессия. But when she asked the mother for work, mother sent her to do cooking in a kitchen. Но когда она обратилась к матери с просьбой дать ей работу, то ее отправила на кухню и сказала, чтобы она занялась стряпнёй. So you can imagine in the beginning what a tremendous reaction she had to the mother. А теперь представьте себе в начале, как она должна была относиться к совету матери. She really hated her work. Она ненавидела эту работу на кухне. She couldn't do it efficiently at all. Не понимала, почему с ней так поступили, ничего она на кухне сделать толком не могла. Then one day she learned the secret that after all, work itself is not important. What is important is to offer it to the divine. И вдруг в один прекрасный день до нее дошло, что дело не в том, что именно она делает, какой именно работой она занимается, а дело все в том, чтобы помнить, что эта работа посвящается, жертвуется, приносится на алтарь Всевышнего. And since she started doing that, immediately her whole attitude changed and she started loving her work, taking pleasure in what И she как did. только она поняла, что вся ее черная кухонная работа предназначена для наивысшего божества, может себе представить, как изменилось ее отношение к этой работе, какое удовольствие она стала от нее получать. So this could be one of the secrets to our day-to-day life. И это может быть одним из тех секретов нашей повседневной жизни, способных изменить ее. That if we practice this question of offering to the divine what one does the thing more effectively, lovingly. Дело в том, что если мы научимся
подходить ко всем своим занятиям с мыслью о том, что это предназначено на самом деле для Бога, то очень скоро мы начнем по-другому выполнять эту работу, и это будет менять всю нашу жизнь. And psychologically try to imagine what happens when I do any work for the sake of the divine and not for the sake of the boss. А теперь на секундочку попытайтесь себе представить психологически. Вот мое, скажем, отношение к чему-то, что я делаю, ну, совершенно не важно что, не по распоряжению начальства, а для Господа Бога. Because the divine is omnipresent and one does the work as effectively as possible, we think the divine is watching me. Если мы говорим о том, что Бог везде сущ, то мы можем предположить, что пока я делаю эту работу ради Него, то Он просто рядом, и Он видит, как я это делаю. And there's a wonderful guideline here given by Sri Aurobindo to the ashramites. И есть еще одна очень интересная вещь, такая заповедь, которую Шри Ауробиндо оставил жителям ашрама. He would say, behave as if the mother were always looking at you, for indeed she's looking at you. Он сказал ведите себя так, как будто бы вы знаете, что мать все время наблюдает за вами, причем в прямом смысле смотрит на вас. Well, to another young person who asked the mother how to get a guideline as to what work I should do and what work I should not do, what is the correct work, what is the wrong work, mother said, И есть еще история о молодом человеке, который пришел к матери и сказал, что ему очень важно понять, каким трудом ему заниматься, каким трудом ему не надо заниматься, что правильное для него занятие, что неправильное. she said, you can do all those works which you can do right in front of me. И она тогда сказала, если ты можешь заниматься любой работой, которую тебе не стыдно, не совестно делать вот прямо на моих глазах, передо мной. So you see, there is a complete liberation of thought. There is no law saying, do this, do that, do this, and yet there's a wonderful guideline. И обратите внимание, человеку предлагается полная свобода. Ему никто не говорит, это делай, это делать нельзя, это хорошо, это плохо. И в то же время. Well, when the mother says, do things that you can do in front of me, here the me is a representative of the divine. Do not take it personally. Когда мать сказала этому молодому человеку, любая работа, которую ты можешь сделать на моих глазах, передо мной, естественно, она не имела в виду себя, когда она говорила передо мной, она имела в виду око Всевышнего. Another attitude that we should develop, and it was important for us in India, Еще одно отношение, которое необходимо развить в себе, и, может быть, в Индии для нас оно было особенно важным, that there is nothing small or big in any work. All works are equal for sadhana. Если делаешь садхану, то нет работы значительной, нет работы незначительной, все это садхана. You see, from the smallest thing that we do, like eating, this also can be put as part of sadhana. От самых повседневных, самых малозаметных вещей, ну, скажем, сел человек поесть. Даже есть он может таким образом, чтобы это было садхана. Because normally we have been taught that when we sit for eating our food at the table, we thank the divine for the morsel of food on our table. Ну, обычно приучают человека к тому, что когда он садится есть, садится за стол, то он благодарит Бога за хлеб насущный, которому был послан. But what our ancient yoga, like the Vedanta and what Sri Aurobindo teach us, is a little different. Есть некоторая разница в том, чему учили нас основоположники веданты, йоги и так далее. They would say that there is the divine in your heart region. So when you take the food, imagine that this food is going through a mouth to that divine within you. В Индии учили человека представлять себе, что есть божество где-то в районе сердца, внутри человека. Поэтому каждая крошка пищи, которую он принимает, он должен думать о том, что попадает это через его рот божество. And when one eats food with this attitude, and one can do that regularly, you can imagine what happens. Можете представить себя, впрочем, можете попробовать, это очень легко.
Вот что происходит с человеком, когда он начинает принимать пищу таким образом? The value of food itself increases. Во-первых, сразу возрастает ценность этой пищи, неважно, что вы едите. It gets a touch of purification. Во-вторых, она действует на вас очищающим образом. So there's no question of having this much calories or this much, this do's and don'ts. It is a healthy food that goes into your stomach. Поэтому сразу отпадает вопрос о том, сколько калорий вы сегодня потребили, а сколько надо бы потребить. Вот можно это было есть, нельзя есть, запретная еда, разрешенная еда. Это здоровая еда. И если вы думаете о том, что ее Бог ест внутри вас, она кроме пользы вам ничего не может принести. And what happens here, what we pray for, is that this food that I'm taking now, may it give my body sufficient energy so that it can serve you. И что же мы должны говорить себе, принимая эту пищу? Принимая эту пищу, мы говорим себе, что мы просим Бога, чтобы Он сделал эту пищу настолько полезной, чтобы тело наше окрепло, чтобы мы могли и дальше служить Ему. So you see, the whole attitude of taking food, it becomes that something I want to develop my body, not for the sake of my selfish beauty or for strength or for any other purpose, but so that my body can serve the divine. Посмотрите, как в этом процессе преображается такая простая вещь, как принятие пищи. Мы принимаем пищу и просим Бога, чтобы она пошла нам на пользу, не потому, что мы хотим, чтобы тело наше стало сильнее, красивее, но телу нужна сила, чтобы дальше служить Богу. Similarly, even for sleeping. Или, допустим, человек ложится спать. When we sleep, we not only pray that we may have good sleep, but so that sleep may get you energy so that your body can work again in the morning properly. Но очень многие люди молятся на ночь и просят Бога дать им крепкий, хороший, здоровый сон. Но если к этому прибавить еще один сон, отдохновенный, с тем, чтобы утром человек проснулся с новой энергией, чтобы служить Богу. And I told you before too, before starting any action, think of the divine, and finishing that action, pay your gratitude to the divine. И еще одно, я об этом уже говорила, начиная какое-то дело, обратись мыслями к Богу, закончив его, каким бы оно ни было, поблагодари Бога за то, что ты его закончил. And again, when we speak, Или когда мы говорим, she would say, when you speak, before the words come out of your mouth, concentrate just long enough to check your words. мать говорила, что перед тем, как что-то сказать, на секундочку сосредоточься, вот ровно настолько, сколько надо, чтобы понять, что именно ты собираешься сказать, что это за слова будут. You see, it's a very practical thing that do not react but respond. И это чрезвычайно практический совет, потому что когда идет какое-то общение людей, их языковое, речевое взаимодействие, то не надо реагировать на слова собеседника, на них надо отвечать. So you can imagine the results of such a speech, that when somebody tells you something, immediately if you react, then there is a mental consciousness, and that is very wrong. Вот представьте себе беседу, вы с кем-то разговариваете, вам что-то сказали, и у вас побуждение немедленно на это отреагировать, что-то ответить. Что дальше происходит, поскольку вы не успели сосредоточиться, продумать свой ответ? Происходит такая ментальная путаница. By taking this split second before you answer, what happens is you are trying to invoke a higher consciousness into your speech. А что происходит, когда вы на какую-то долю секунды задерживаете свою реакцию, превращая ее в ответ? Вместо того, чтобы отвечать на ментальном уровне, вы успеваете вовлечь в это высшее сознание. Ответ будет другим. This kind of a response helps the listener as well as you. И вот такого рода ответ помогает не только вам, но и вашему собеседнику, слушателю. Because first of all, we become calm, unnerved, and we have self-control in this situation. Во-первых, мы утрачиваем свою нервозность, мы становимся спокойнее,
И мы начинаем контролировать эту ситуацию. And these are a few examples which only go to tell us that in each act and through every act we could go a millimeter closer to our own inner sadhana. Все эти примеры, которые я вам приводил, все эти слова Матери, которые я цитировал, они предназначены только для одного – показать всем, что бы мы ни делали, каждую секунду нашей жизни, мы можем ее проживать таким образом, чтобы хоть на миллиметр, но продвигаться дальше по пути. And all these works have to be based on something fundamental. И все наши труды, все то, что мы делаем, должно основываться на одном фундаментальном положении. The word is sincerity. И слово это, фундаментальное положение, означает искренность. Because in all these practices, there's no one to judge you except yourself. Дело в том, что из того, что я говорил раньше, уже ясно, что все, что вы делаете, у вас нет никакого судьи, и вас никто не может проверить, кроме вас самих. In fact, in one of our explanations to the children of the ashram, she once said, Мать однажды сказала, она объясняла что-то детям в ашраме, она сказала, she would say, people normally complain that they're unhappy, but unhappiness is equivalent to insincerity. она сказала, что люди так часто жалуются на то, что они несчастливы, но ощущение собственной несчастливости равнозначно неискренности. In the beginning, when I read that, I was myself surprised. Я очень хорошо помню, как я с этим впервые столкнувшись, прочитав это, был удивлен. That how sincerity means happiness. Я никак не мог понять, почему же искренность и счастье или ощущение себя счастливым – это одно и то же. Well, if when you are sad, try to analyze yourself and see that somewhere you have been insincere with yourself and to others. А потом я начал понимать, что, скажем, если человек чем-то опечален, если он очень тщательно проанализирует все свои душевные движения, то он наверняка придет к какому-то моменту, когда он был не искренен по отношению к себе или к окружающим, как только он это понял, все меняется. Because in yoga, insincerity means falsehood. Потому что в йоге неискренность означает ложь. So if you let in some false vibration, some false force come into your life, obviously you will be unhappy. Если вы таким образом, допуская неискренность, допускаете какие-то ненужные, вредные для вас вибрации в свою жизнь, да, конечно, вы будете себя чувствовать несчастным, рано или поздно. And this insincerity definitely brings in disharmony in the family, in yourself, in your surroundings. А что следует за неискренностью? За неискренностью следует разлад, внутренняя дисгармония, разлад с самим собой, со своей семьей, с окружением и так далее. There's a beautiful incident that happened long back in 1971 at Auroville. Но есть такая история прекрасная. Это случилось в 1971 году в Ауровилле. You see, we had begun Auroville in those early years and we had only thatched roofs for our factories and houses. Ауровиль тогда еще был как бы юным городом, и мы, те, кто его строили, только-только добрались до крыш. And one day, a small factory got fire. И в один какой-то день маленькая такая мастерская, которую мы построили, фабрика, она загорелась. And quite many things were burnt. И очень много выгорело. And when the incident went to the mother, mother told the person, И когда об этом узнала мать, то она сказала человеку, который ей сообщил об этом. because the person said, how is it, mother, with your protection, the hut got burnt? Потому что человек, который пришел ей сообщать об этом, сказал, как же так, мать, вот с вашей защитой, с вашим благословением взяла эта мастерская, да сгорела. Mother indicated that where there is disharmony, my power cannot work. И на это мать ответила знаменательными словами. Она сказала, там, где есть разлад,
там я бессильна. It is from this incident that I have learned a lot. Я лично из этой истории очень много для себя почерпнула. That is why, what I told you in the beginning, that there must be a harmony amongst all the so-called Sri Aurobindo units in Russia or in Moscow or in Petersburg. Поэтому я и сказал вам ранее, что между группами людей, которые стремятся к учению Шри Ауробиндо, изучают его, должна существовать гармония в Москве, в Петербурге, где угодно. The greater the harmony amongst us, the greater is the mother's force working upon. Ибо чем гармоничнее взаимоотношения между нами, тем сильнее ощущаем мы силу Матери. Well, to come back to our hints here, Но возвращаемся вот к этим, советам. so we see Mother and Sri Aurobindo have made this integral yoga extremely simple, extremely practicable. Вы уже видите из тех слов Матери, которые я вам пересказал, что она обладала талантом делать интегральную йогу чем-то чрезвычайно простым и в то же время очень практичным. They have not asked us to do anything special in our life. Нас никогда не просили ничего специально делать в жизни для того, чтобы идти по этому пути. There is no question of a special day for the church or the temple, a special time for the meditation, a special time for bhakti. Nothing they have asked Ничего us. нам не говорили. У нас нет никакого особого здания для молитвенных собраний. У нас нет никакого особо назначенного времени для медитации. У нас нет никаких жестких правил. Whatever we are doing, that they have simply converted into a spiritual, psychological movement. Все дело в том, что человек живет так, как он жил всегда, с одной разницей. Все, что он делает, каждый миг своей жизни, он превращает в духовное движение. But the only thing that perhaps could be added is Но тут надо еще одну вещь, пожалуй, добавить. an incident from my own life Я могу рассказать вам историю из моей собственной жизни. that has again taught me one of the essential principles of yoga. Я об этом расскажу, потому что я из этого случая тоже извлек очень важные уроки, касающиеся интегральной йоги. Once I went to the mother Я однажды отправился к матери, and had a long conversation with her. и у меня с ней состоялся длинный разговор. The mother explained to me about life in its appearance and reality. Мать объясняла мне, что такое жизнь в ее видимости и в ее сути. She said, look, normally human beings are born, they grow up, they get educated, they get married. Yeah. Она сказала мне, вот обычный путь земной, человек рождается на свет, он растет, получает образование, женится, семью заводит. And they're so busy with this process of life И человек так поглощен своим процессом жизни, that sometimes, she said, the inner soul says, voila, je suis. Voila, je suis, here I am. И так что иногда внутренняя его душа говорит, обрати внимание, я здесь. Because we have hardly any time to look into ourselves, our own souls, needs. Поскольку человек так занят повседневными делами, процессом жизни, что у него ни времени, ни сил нет обратить внимание на то, что душа тоже его жива. So when the soul says, I'm here, please look at me, И если уж душа говорит, я здесь, обрати на меня внимание, we have no time and we say, later, I'm here, busy earning my money, my life, my children, my wife, my family. то очень часто мы говорим, да, конечно, только минуточку, не сейчас, сейчас я занят, мне необходимо деньги заработать, у меня семья, у меня жена, дети, родители и так далее. And we think that when we retire, when we become older, when my children are got married and they're all settled, then I will have time to look for God. И человек себе говорит, по сути, что вот дальше,
старости, когда я выйду на пенсию, когда детей я своих переженю, когда все будет в порядке, вот тогда я обращусь к Богу. But then she said, when one is old, what has one got to give to the divine? И тогда мать сказала, но если человек уже стар, подумай сам, что он может дать Богу? Что у него есть? One's mind is exhausted. Свой ум, а он уже утомлен. One's heart and emotions are also exhausted. Сердце и эмоции тоже притупились. The body's energies are no more there. Энергии в теле не столько, сколько в молодости. One is almost a kind of a fossilized being or an empty being. Во что превращается человек в старости? Ну, в окаменелость или в нечто похожее на это. It is more a psychological treatment that I have gone to pilgrimages, visited all the temples and the sacred places in my country. В Индии очень много людей ходят, совершают паломничество к храмам, к святым местам. Вот это похоже, в старости вот они этим и занимаются. But actually one goes empty-handed to the divine. На самом деле человек, когда обращается поздно в своей жизни к Богу, то он обращается и идет к Нему с пустыми руками. You see, those of you who have visited India, Те из вас, которые бывали в Индии, you have seen in front of the temples we have a little packet with a coconut, a little garland, and a few incense sticks. вы, наверное, видели, что перед храмом обычно лежит кокос, лежит некоторое количество курительных свечек, цветы. And we pay 10 rupees, take that basket and offer it to the god inside the И temple. надо заплатить 10 рублей, взять корзиночку с этим кокосом, курительными палочками, цветами и отнести, поставить на алтарь, поставить перед Богом. And we are very happy saying, I have gone to the temple, I have paid my tribute to the divine, but what have you done, И what have you really человек given? уходит из храма очень довольный собой. Он побывал в храме, он принес жертву Богу, а если в это вдуматься, на самом деле, что он такого сделал? So explaining after all this, the mother said, spirituality must begin when one is young. И когда мать мне, как я уже говорил, длительная была беседа, все это объяснила, она сказала, духовность в человеке должна пробуждаться, когда он молод. I do know that when one is young, one has got other interests in life. Она сказала, я прекрасно понимаю и помню, что когда человек молод, у него обычно бывают другие интересы в жизни. And when youngsters are told about this, they may react. И когда подросткам говорят о духовности, ну какая-то реакция у них бывает. They may say, I have to go to birthday parties, I have to go for dances. How can I have time to go to the им temple? тоже хочется отложить это соприкосновение с духовностью. Одному нужно на танцы, другого на день рождения пригласили. But spirituality never said that you do not enjoy life. Но ведь духовность никак не может означать отказ от радости жизни. On the contrary, a spiritual life gives you a greater and a deeper enjoyment. Наоборот, духовная жизнь позволяет больше наслаждаться жизнью, острее чувствовать ее благодать. What we said was, if you want to go for a dancing party, go by all means, nothing to stop you. Если молодой человек или девушка говорит, какая духовность, мне сегодня на танцы я собрался, да, конечно, пойди, надо сказать, мы обязательно. But only thing is, before you enter the dance hall, you just tell the divine, I'm going to enjoy my dance. Сделай только одну вещь, перед тем, как ты выходишь танцевать, скажи Богу, что я собираюсь танцевать и хотел бы получить от этого удовольствие. And after the dance, give the divine a great thanks that you have had a wonderful dance with your partner. После того, как потанцевал, поблагодари Бога, скажи, с большим удовольствием танцевал сегодня. And this way, if you present to our children, life, pleasure, this kind of enjoyment is not a way. It can be included in a spiritual life. То есть нам нужно детям, подросткам, молодежи представлять духовность не как нечто противоположное радостям жизни, а совсем по-другому. Нечто, что включает в себя всю земную благодать, все радости жизни и делает ощущение это острее, богаче и полнее.
then you will see that the youngsters will not reject this spirituality. И тогда, конечно, молодежь не будет отрицать духовность. Because it is our religion, which has given us a wrong notion of spirituality. Это на самом деле наша религия дала нам совершенно неправильное представление о духовной жизни. That these things are unspiritual and some things are spiritual. That was the division of life made by religion, which is false. Что сделала религия? Это совершенно неправильно. Она разделила жизнь на две сферы. Вот это правильно, потому что это духовно, а это неправильно, потому что это не духовно. Жизнь оказалась расколотой на две половины. And you will see, if a youngster takes to spirituality, the intensity with which he can do a spiritual life, none of us can do it. И с другой стороны, если мы понаблюдаем за молодежью, та интенсивность, с которой они уходят в духовную жизнь, да никто из нас, людей старшего возраста, на это давно не способен. So just my appeal to all the parents and the teachers and the educators Поэтому is, я хочу обратиться сейчас ко всем родителям здесь, ко всем, кто занят, может быть, народным образованием, просвещением, учителям. Запомнить это. to give to our youngsters the right interpretation, a total interpretation of a spiritual life. Это от вас зависит внушить детям, подросткам, молодежи представление, настоящее подлинное представление о духовности, как о том всеобъемлющем, что делает острее все жизненные ощущения, ничего из этого не исключает. Say an individual, a young person is given this kind of an ideal, and even if he forgets it for some time, Ну, допустим, что представим себе подростка, которому так объяснили роль и место духовности, а он слишком поглощен процессом жизни, чтобы все время помнить об этом. what happens is at least the seed is sown in the person, Ну и что? Все равно же зерно в него запало, семя посеяно. and much later in the person's life, that spiritual seed grows. И рано или поздно, ну, пройдет некоторое время, люди созревают по-разному, и это зерно духовности в нем все равно прорастет. At least I would say that's what I got from the mother. Во всяком случае, так учила мать, и я в это верю. Well, as I said yesterday, I would tell you a few experiences of mine with the mother. Maybe I could relate a few now. Я вчера еще пообещал, что расскажу вам, ну, что ли, о своих взаимоотношениях с матерью. Ну вот я вам рассказал, если хотите, еще расскажу. You see, when I was just 10 plus, my father put me in the ashram for education. Мне было что-то побольше 10 лет, когда отец меня впервые привел в ашрам, чтобы рассчитывать, что я там получу образование. I was living in a hostel, Я жил в общежитии, and my parents were away in another city called Hyderabad. а родители мои жили в Хайдарабаде, довольно далеко оттуда. Hardly a fortnight or a month passed when I really forgot everything about my parents. Ну, я не могу сейчас вспомнить, сколько времени прошло, 2 недели или месяц, но я как-то довольно быстро забыл о родителях и об отчим доме. Because I started really breathing the mother's atmosphere that was all around us. А все дело было в том, что я стал напитываться той атмосферой, тем излучением, что ли, которое исходило от матери в ашраме. You see, I'll just trace out one day in my life only to give you an idea of what we had with the mother. Вот я сейчас попробую припомнить один день из своей жизни, просто чтобы дать вам представление о том, как происходила жизнь в ашраме. You see, the mother in the morning around 6:15 a.m., she would come to give us a darshan on a balcony. Утром она вставала так в 6-6:15, выходила на балкон, чтобы, так сказать, дать нам даршан, то есть чтобы показаться всем нам. Yeah, you have explained darshan. Yeah, I can understand that. Yeah, darshan is viewing or seeing or deeper level experiencing. Что это такое, почему в Индии такое значение придают этому даршану? Увидеть некое существо, личность какую-то, это значит воспринять это существо непосредственно и пробудить в себе какую-то ответственность. Well, those of you who have not been to the Pondicherry ashram, Те
те из вас, кто не бывали в Пандишере, в ашраме, well, this is how the streets are there, all parallel. ну вот примерно так выглядит чертеж ашрама. And this is the northern side where there is this small balcony on which the mother used to come. И вот на северной стороне как раз есть этот маленький балкончик, куда она выходила рано утром. And when she came and stood here, there were also thousands of disciples standing all over here. И, естественно, все знали, что она в 6:15 появится на этом балкончике, и все жители ашрама тоже выходили на свои балконы, толпились вокруг этого места. And as a child, my only interest was that she should look from above into my eyes. И что же меня больше всего интересовало? Я тогда был ребенком. Мне больше всего хотелось, чтобы она, стоя на балконе, посмотрела вниз именно на меня и заглянула мне в глаза. So I used to stand right below the balcony in front of her. Поэтому я лез прямо под балкон, вот перед самым балконом стоял. And thinking that the moment she looked down, she'd look at me. И мне казалось, что как только она вот вниз посмотрит, ну не может она не увидеть именно меня. But I was thinking, what if she doesn't look at me? А потом мне пришла в голову мысль, а что если она мне не посмотрит, не увидит? So I played a little trick. И я решил все-таки обеспечить себе этот взгляд. I stood beside a very old senior sadhak of the ashram. Я пристроился к одному очень старому человеку, весьма почтенному, уважаемому обитателю ашрама. It was a trick that Napoleon had played himself, you know, all that. Это когда-то такими вещами Наполеон занимался, желая обратить на себя внимание. He, being a very short man, he always kept very tall guard Вот beside him. помните, что Наполеон был очень небольшого роста, поэтому он всегда окружал себя чрезвычайно рослыми гренадерами. Similarly, I thought of attracting the mother's И я attention. подумал, что вот на этого величественного старика мать обязательно посмотрит, меня увидит. But I did not realize that the truth was different. Я не понимал, что истина в другом. That when she looked at somebody at one direction, Что когда она смотрит в каком-то направлении, if there were 500 people on that direction, если там стоит, 5 сотен человек, each one of them felt that the mother was looking at him or все равно her. все 5 сотен человек чувствуют, что она смотрит вот именно на каждого. So, there used to be chorus saying, "Mother looked at me," and you would say, "No, mother looked at И, me." конечно, у нас были замечательные потом перепалки, ссоры, когда начинались разговоры, да на меня она посмотрела, а другой говорит, нет, на меня. But this was this kind of a universal look that she had, where each one of us was attracted to her individually. Но на самом деле речь идет не о том, на кого именно она посмотрела, кого она увидела, а о том, что каждый из нас по отдельности влекся к матери, But being тянулся к ней. a kid of 10 years, I did not know all this philosophy. Ну, естественно, мне тогда, в мои 10 лет, никакие эти философские умные мысли в голову не приходили. So every morning, without fail, we would get up at 5:45 and run to this place so as to be on И time. поэтому ни мне, ни моим товарищам не приходили в голову эти мысли. Поэтому мы вскакивали без четверти 6 и на перегонки бежали к этому балкончику, толкаясь там, выстраивали, чтобы она все-таки увидела нас. Because she would be there for about 10 to 15 minutes. Потому что она там стояла на этом балкончике недолго, минут 10-15. So she would first look at right, then look at left, Это ж потом, я поняла, сначала смотрела вправо, потом влево, then look below, потом вниз опускала глаза, and then look at the sky in front. а потом смотрела на небо перед собой. For 10 to 15 minutes, she meditated, looking purely at the sky. Она просто медитировала, глядя прямо в небо перед собой. And when somebody asked the mother, "What do you do when you look at the sky?" И когда кто-то ее спрашивали, а что она делает, глядя в небо, Well, if my memory is not very bad, память у нее не очень плохая. she had said that she was giving darshan to Godheads. И, по-моему, однажды она ответила, что она предлагает даршан, то есть посмотреть на себя божествам, которые в небе. So when, after 15 minutes, she took a step back to withdraw into the room, Через минут 10-15 она сделала шаг назад, обратно в комнату. you can imagine if I was standing here, I could not see her at all. I was the first one not to be able to see her.
Если бы я стоял там, где я стоял, то я бы первым перестал ее видеть. Because she would really withdraw very slowly, half a step, like that, Потому very что slowly. отступала она в комнату, она не делала шаг назад, а очень медленными шажками возвращалась обратно. So what I did along with a couple of my friends, that we ran from here Ну что же мы делали? Я и парочка моих друзей. Мы бегом бежали. Вот так. ran around the building and came from the main entrance and again stood here. Обегали быстренько все здание и опять. Because mother would come from there and go to a window here Она должна была войти в комнату, подойти к окну and make a flower arrangement of vases. и заняться цветами в вазе. So we would have once again a darshan there Значит, мы еще раз на нее могли посмотреть. and then go back to our hostel, А потом мы уже отправлялись к себе в общежитие. get ready and come back to the school by 7:45 a.m. В 7:45 у нас начинались уроки, надо было собраться, приготовиться, явиться на уроки в приличном виде. That was our every morning. И это повторялось каждый божий день. Well, then the school lasted till about 4 o'clock. Значит, занятия у нас в школе кончались часа в 4, And at 4 o'clock, the mother would go out to play tennis. а мать в 4 часа обычно выходила играть в теннис. And imagine she was in her 80s when I saw her. А чтобы вы поняли, ей было уже около 80, когда я ее видел. Well, even then, in Indian summer, which all of you know is about 40 degrees going on now, she would go for Потом еще tennis. одно обстоятельство. В Индии летом градусов 40 бывает. Because Тем не she, менее, она выходила и играла в теннис после обеда в 4 часа. because she always said, never give in to outer circumstances. Потому что лозунгом ее был «никогда не поддавайся внешним обстоятельствам». In fact, she was even pretty against the black glasses, Что вас? the goggles, you know. Она выходила, она даже не хотела надевать тогда черные очки. She said, have a friendly attitude with sun and you'll not feel all this heat. Она считала, что поскольку солнце к ней относится дружелюбно, то она может обойтись без черных очков. Well, at 4 o'clock when she went for tennis, Да вот 4 часа, когда она отправлялась на теннис, she would come from the steps like that down, она спускалась по ступенькам вниз, and a few boys, we stood in a line like this, а мы, мальчишки, выстраивались рядком, and we would say, bonsoir doucement, и мы говорили «добрый вечер». and she would really reply saying, bonsoir ma pati, to each of the child standing in the И line. она, проходя мимо нас, действительно отвечала каждому из детей, которые стояли «добрый вечер, малыш, добрый вечер, малыш». Well, then when she went for her own tennis, we would go for our physical education. Значит, она отправлялась на свой теннис, а у нас были наши уроки физкультуры. And we have this physical education in the ashram 365 days every year for 12 Что years. касается нашей физкультуры, нашего физического воспитания, то нам, ученикам, жившим в ашраме, приходилось делать упражнения 365 дней в году, каждый год. But our ideal of physical education was not to become champion in athletics or boxing or swimming. Никому в голову не приходило делать из нас будущих чемпионов по легкой атлетике или по плаванию или еще что-нибудь. It was again to offer our physical activities to the divine so that our body may be open to the divine forces. Идея нашего физического воспитания, я еще раз повторяю, она была постоянным и достаточно сильным. Заключалось все в том же, мы должны были быть крепкими So we людьми, чтобы служить Богу. had our physical education for about 2 hours in the evening every day. Значит, каждый день, начиная с 4, примерно до 6, физические упражнения, игры. So when we returned after 6:30, we had a kind of a march past at Значит, 7:15 примерно in the в evening. 6:30 до 17:15 у нас было такое что-то вроде торжественного марша. After that, there used to be meditation, А потом начиналась медитация, a collective meditation. коллективная медитация. But we being children, we could not meditate. Но что касается медитации, то мы, дети, медитация нам плохо давалась. So one of the elders took us away from the main field and told us stories for half an hour.
Поэтому очень часто приходил кто-то из взрослых детей, выводили из группы медитирующих в стороночку, и нам по полчаса рассказывали сказки, чтобы мы другим не мешали. Well, sometimes the mother would take in this hour evening classes. А иногда мать сама проводила вечерние занятия, where the sadhaks asked her any question and every question. и это занятия состояли в том, что любой из обитателей ашрама, любой садхака мог задать ей любой вопрос на любую тему. Unfortunately, they have been all recorded and they have come out as the mother's centenary volumes. На счастье несказанное, все эти вопросы тогда записывались, фиксировались, и к столетию ее они вышли в свет отдельными книгами. Я хочу сказать, что они по-русски есть. And honestly, I would tell you that those of you who are trying to do sadhana, who have taken up to this integral yoga, И я хотел бы вам сказать совершенно искренне, что те из вас, которые хотели бы пойти по пути интегральной йоги, заняться садханой, may do well by starting to read the mother and not Sri Aurobindo, frankly. очень хорошо сделаете вы, если вы начнете свое движение с того, что будете читать не Шри Ауробиндо, это трудно, а мать. Because Sri Aurobindo you may not understand fully and you will get into wrong kinds of notions and practices. Дело не только в том, что Шри Ауробиндо не так-то просто понять. Дело в том, что легко как бы заблудиться, заплутаться в его мысли. And people may have the tendency to interpret as they want. А кроме того, когда сталкиваешься с такой сложной философией, как у Шри Ауробиндо, у человека может возникнуть соблазн толковать ее так, как ему взбредет в голову. Whereas the mother does not leave any room for any Что misinterpretation. касается матери, то там и просто не остается никакой возможности неправильного понимания ее слов. Because most of her writings are answers to a question. Поскольку она отвечает на вопросы. И вы когда читаете эти книги, там есть вопрос и ее ответ. So all the questions that we may have initially, how to do, what to do, I've got this problem, that problem, every problem upon earth is answered by the mother. Все те вопросы, которые возникают на ранних стадиях продвижения по этому пути, как мне быть, поступать так, поступать эдак, такие проблемы, другие, их спрашивали до нас другие садхаки, они есть в этих книгах, есть и ответы. That was one full day of my life Вот for так 10 years continuously. проходил один день в моей жизни, так они проходили полных 10 лет. Well, I'm sorry, I must say not 10 years because I joined the ashram in 1958. Нет, не 10 лет я оговорился. Меня привезли в ашрам в 59 году, And by 1960, the mother had retired and she did not come out for а к tennis and other things. 60 году, 1960, а к 60 году мать уже перестала выходить вот так каждый день к нам. But what I had gained during that 1.5 years was sufficient for me to go along. Поверьте мне, что то, что я получила от нее вот за эти 1,5 года ежедневного даршана, мне хватило на всю жизнь. And after that, we could write letters to the mother if we had any problem. А после этого нас очень поощряли к одной вещи. Мы могли писать ей письма, если нам хотелось о чем-то с ней посоветоваться. You see, the purpose of telling you about my life is not because it's important, Почему я вам рассказываю о своей жизни? Не потому, что я считаю, что это так важно, or that I want to show anything about myself, или потому, что у меня такое большое стремление все вам рассказать о себе. Нет. but this was the normal pattern by which she taught us how to surrender. Я хочу просто подчеркнуть, что вот это был тот метод, которым она учила нас отказываться от своего «я», учила нас самоотдаче и так далее. She really did not preach anything all the time. Она ничего нам не проповедовала, никогда. Her very presence of sweetness and of love and of understanding, that itself attracted us so much to Во-первых, her. само ее присутствие, вот человека, который был полон любви, понимания, сострадания, это на нас действовало. She was really an incarnation of absolute sweetness. Она была на самом деле инкарнацией нежности. In the later years, when we could not see her every day, we could see her on our birthdays. Но
Позднее, когда, как я уже сказала, она после 60-го года перестала появляться перед нами каждый день, все равно каждый из нас мог видеть ее на день рождения. Because in the ashram, birthdays are extremely important. Поскольку в ашраме придается большое значение дням рождения. Normally, in the outside world, the birthdays are celebrated with a great gala and party and dances and music. Обычно за пределами ашрама как празднуется день рождения? Ну, устраивают обед, собирают гостей, иногда устраивают пышные торжества с танцами, с музыкой. But in the ashram, she taught us that on a person's birthday, his soul is extremely receptive to receive the divine force. А в ашраме мать учила нас тому, что как раз в день рождения человека душа его особенно восприимчива к посланию Бога и готова принять его. So the person whose birthday it is, he must spend the day really quietly meditating, reading, music, something, but Поэтому у кого был день рождения, тому рекомендовалось провести этот день рождения спокойно, в медитации, в чтении, в слушании музыки. this is the time, this is the day when that individual must almost be preferably alone to himself with the divine. На самом деле день рождения рассматривался в ашраме тот день, как тот день, когда человек должен провести его в одиночестве или наедине со Всевышним. You see, this is again something that she has given us so valuable that instead of living on the outer world, live within. Это тоже один из ее бесценных уроков. То есть не стремись жить в наружном мире, наружной жизни, а стремись уйти в себя и жить внутри себя. So it is in this way, I would say, the thing that she gave us was the gift of our soul. И поэтому я думаю, что имею право сказать, что тот дар, который она всем нам оставила, это был дар ее души. Well, yesterday you were asking me if I had any psychic realization. Вчера меня кто-то спрашивал, были ли у меня какие-то психические осознания, просветления, блики. Well, if there has been any contact, it is not because of my effort, but it is her gift to me. Если у меня были такие блики, то это не благодаря моим собственным усилиям, не из-за меня, а в результате того, что я получила от матери. In one of her talks, she says, В одной из своих бесед она сказала, whoever gets my touch, кто не получит мое прикосновение, whoever has a second of true aspiration, у кого бы ни было устремления, true love for me, истинная любовь ко мне, подлинная любовь ко мне, he is finished for this life, он для этой жизни закончен, человек, for all life. на всю жизнь, He is bound to me. потому что он связан теперь навеки со мной. I have put a golden chain round his neck, Я золотой цепью опутала его шею, his heart, его сердце, his body, его тело, and he is bound eternally to me. и он навеки прикован этой цепью ко мне. So this is the golden chain that she throws around her children. Вот это и была та золотая цепь, которую она набрасывала на нас, когда мы были детьми. And may I say, this is not only on all the children who have seen her or touched her, but as she says, whoever has a moment of true aspiration for her. И это не только речь идет о тех детях, которых она видела, которые видели ее, с которыми она здоровалась, как она здесь говорит, если на любого, у кого есть хоть мгновенное устремление к этому пути, подлинная любовь. We get more and more bound to her. И со временем мы все больше и больше ощущаем связь с ней. Well, you may feel the question of binding may not be right, Может показаться кому-то, что приковала цепью, мы привязаны теперь, что это неправильное выражение, что в этом что-то не то. but this binding of the divine Но быть связанным со Всевышним is in fact
the greatest of freedoms. Это самая великая свобода, которая только доступна человеку. And that is what, if in my life we have grown in all these years, И если за годы жизни мы все как-то росли и пришли к зрелости, although she herself left the body in 1973, almost 30 years back, хотя мать оставила земное тело в 1973 году, в каждом из нас она продолжает жить. I do definitely feel more and more concretely her presence. Я лично все более конкретно ощущаю ее присутствие в своей жизни. I mean, it is so intense and so close И иногда оно бывает таким близким и таким интенсивным, that there is a tremendous change in one's life. что просто жизнь от этого меняется. I've seen how things get arranged for me. Я, например, вижу, как события выстраиваются для меня. I mean, what one would call miracles, I feel now there's nothing as miracle. И иногда бывают в жизни такие ситуации, которые кажутся чудесами. Но я-то убежден, давно уже теперь особенно, что никаких чудес в жизни не бывает и нужды нет. Because I'm conscious that every minute she is protecting me, guarding me, guiding me. Я просто понимаю, я это ощущаю, что каждый миг моей жизни она со мной, она меня направляет, она меня оберегает. You see, therefore, this question comes to it that this guidance or this presence is really the highest one should reach in this integral yoga. И поэтому я могу сказать, отвечая как бы на невысказанный вопрос, сказать, что вот это ощущение близости, связанности с чем-то высшим, в этом и есть суть интегральной йоги, и именно в эту точку. You know, Sri Ramakrishna used to tell us Рама Кришна говорил когда-то, that there are two types of holding on to the divine. что есть два способа приблизиться или держаться Всевышнего. One is the type of the baby monkey. Один из этих способов – это тот, которым обезьяний детеныш держится за свою мать. I'm sure you have seen a baby monkey, Вот вы видели маленьких обезьянок, да? how it clings to the body of the mother. Вот мать прыгает, а детеныш вцепился в нее лапками. The mother monkey doesn't do anything. It's the baby which clings. Мать ничего не делает для того, чтобы удержать детеныша. Детеныш вцепился всеми четырьмя лапками, и что бы мать ни делала, он держится крепко. This is the effort of the individual trying to hold on to the monkey, to the mother. Что хотел сказать этим Рамакришна? Вот так же This is in индивид fact, должен держаться за Бога, вот сам за него цепляться. this is in fact the way of the old yoga, where one person individually tries to hold to the divine. И это действительно пути вот той старой классической йоги, где каждый из нас, как индивид, должен цепляться и держаться Всевышнего. This requires a lot of tapasya, Но для этого требуется очень большая тапасья, чтобы Great уметь effort. держаться и удерживаться. Большие усилия. Imagine if the grip is lost, you fall down. А вот представьте себе, как обезьяна прыгает с ветки на ветку, и вдруг у вас не хватило сил, вы разжали руки, But болезненное будет падение. there is another way too. Но есть и еще один способ. It is that of the baby cat. Это кошка и котята. And you know very well how the baby cat is taken from place to place. Ну уж кошку с котятами видели все. И вы прекрасно знаете, как кошка берет своих котят за загривочки и переносит с места на место. It's the mother cat which takes the baby wherever she thinks the baby would be Она safe. уносит ребенка туда, где считает, что котенка туда, где считает, что котенку будет хорошо, где он будет в безопасности. Котенку не надо ничего делать. Кошка схватит его за загривок и отнесет. The kitten doesn't know anything. It just knows that it is being taken safely to safety. А что в это время делает котенок, который вообще никаких усилий не прилагает?
Он просто убежден в том, что мама лучше знает, куда и как его перенести. And integral yoga is this attitude of the baby kitten. И я бы сказал, что интегральная йога– это путь кошки, переносящей своих котят. And if in this ashram life, if we have learned anything, it is more to be a baby kitten and not to be a baby monkey. Если меня попросили бы сказать, что самое важное, чему я научился в ашраме за долгие годы, я бы сказал, что все-таки меня жизнь научила быть котенком, а не обезьяньим детенышем. Не цепляться, а отдаваться. And just try this attitude for a few days, for a few weeks in your life, and you will see a ocean change in your external life. Попробуйте просто несколько дней, несколько недель прожить относясь ко всему так, как котенок относится к своей матери, и увидите, какая перемена произойдет в вашей жизни. Immediately one feels so much without tensions, without Во-первых, apprehensions, из вас уходит вся напряженность, все стрессы. without any worries as if, Вам вообще беспокоиться не о чем. У вас кошка есть. because I'm not trying to be this kind of a supramental yogi or this kind of a transformed physical or this kind of a yogi. Я не должен прилагать никаких усилий, мне незачем стремиться быть великим йогином, достичь супраментального уровня, сверхсознания, ничего мне не нужно. I let myself more and more in her hands to be Я her instrument. отдаю себя в руки Господа. Я хочу быть Его инструментом или инструментом Матери. It is for the divine to utilize us according to what the world needs. Это божественное начало использует каждого из нас для того, в чем сейчас нуждается мир. So in this we see we have no personal ambition of any sort. Поэтому личных амбиций, никаких личных амбиций быть не может. It is when one has a personal ambition that yoga becomes difficult. Вот как только у человека появляются личные амбиции, йога становится невыносимо трудной. Because ambition itself becomes a block in the flow of the divine's consciousness and power. Амбиция становится, она как бы закупоривает те каналы, по которым течет на нас божественная благодать. This kind of ambition is what we call spiritual ego. А кроме того, и так часто это бывает, есть еще особая форма амбиции, которая называется духовным эгоизмом. And that spiritual ego is the worst kind of ego you can imagine. И я бы сказал, что хуже духовного эгоизма просто больше ничего нет. So ultimately, to tell you in one sentence, Я сказать это кратко можно в одной фразе. the real aim of integral yoga is to be the child of the Divine Mother. Подлинная цель интегральной йоги заключается в том, чтобы каждый из нас научился быть ребенком Божественной Матери. And this can begin, if it is a bit late for some of us who have woken up now, it still is not too late. Может быть поздновато кое для кого из нас, кто сейчас только пробудился к этому, но никогда не бывает слишком поздно. And personally, I feel to go towards this Divine Mother is a tremendous shortcut to realize the Divine. И мне лично кажется, что обращение к Божественной Матери значительно сокращает путь постижения Всевышнего. Because you know who this Mother is, it is difficult to tell ourselves. Поэтому вот что собой представляет Божественная Мать, это довольно трудно объяснить. But some incidents do tell us about her truth. Но есть какие-то детали, которые показывают нам ее истинную природу. You know, in the ashram, В ашраме, например, in the beginning days, there used to be meditation at midnight. в ашраме в начальный период его существования устраивали медитацию в полночь. So most of the ashramites, after their whole day of work, they would come and meditate with the mother in the night hours.
Как это выглядело? Обитатели ашрама целый день работали, причем на тяжелой работе, а в полночь они собирались на медитацию, которую возглавляла мать. And you can imagine what would happen, a meditation at midnight, most of them would be asleep. Ну, как вы легко можете догадаться, после целого дня напряженной работы к полуночи во время медитации половина So засыпала. somebody had to wake them up before the mother came. А неудобно как-то, чтобы мать это увидела, поэтому обычный сосед пытался растолкать заснувшего перед тем, как его увидели. And once, some of them even went away saying, "Mother is coming too late, I cannot wait." И даже были такие случаи, когда уходили с этой сессии медитирования, часа медитирования, говоря, мать, сегодня что-то задержится, я не могу, у меня глаза слепаются. And mother inadvertently told the person next day, И нечаянно на следующий день мать сказала как раз этому человеку, she said, "You know, even the gods wait upon me to see a little glimpse of me, and you people can't wait for me и when I она come to как you?" раз этому человеку сказала, даже боги ждут пробуждения меня, матери, чтобы увидеть меня, ждут моего пробуждения. А есть люди, которым вот хочется спать, они не дождались. And again she said that oftentimes when she walked in her own rooms, Sri Krishna would be walking beside her. Она рассказывала, что у нее бывали такие случаи, когда несколько раз так бывало, она просыпалась в собственной комнате, она видела, как по этой комнате ходит Кришна. A beautiful incident again, if you know about God in India, we have Ganesha. Have you heard of him? Если вы знаете имя такого бога индийского, Ганеша, это бог с головой слона, бог добрых начинаний, хранитель препятствий. We have near the ashram block, very close to that, a Ganesh temple here. У нас прямо вот рядом с ашрамом был храм Ганеша. And the Ganesh temple inside is like this. А внутри этот храм Ганеша выглядит вот таким образом. You know, in India there is a custom, there's a tradition that one goes around, if the Ganesh statue is here, one goes around the temple like that. It's called the Pradakshina. А в Индии есть такой ритуал, который называется прадаршана, когда человек входит в храм, он должен обойти по часовой стрелке статую Бога. But you can imagine at the back here there was another building of the ashram. А тут как раз вот позади этого храма было еще одно здание нашего ашрама. So the devotees of Ganesha could not make a Pradakshina. Поэтому у них не получалось обойти статую со всех сторон. So one day Ganesha came to the mother, pretty disturbed. И вот историю рассказывает, что в один прекрасный день Ганеша явился к матери, ну, довольно раздраженный. Mother asked him, "Ganesha, what's happened? Why do you look so sad and depressed?" И мать спросила у нее, Ганеша, что стряслось, почему у тебя такой вид? She said, "Mother, my devotees cannot do a pradakshina, go around me, and I feel sad about it." Он сказал, ну как же мне не быть расстроенным, когда мои верующие не могут обойти, как подобает, мою статую со всех сторон. Mother said, "What do you want me to do?" Она у него спросила, а что ты хотел бы, чтобы я сделала? He said, "Give me place from your house so that my devotees can go there." Он сказал, ну вот от своего дома дай мне место, чтобы могли проходить через него верующие в меня. So mother immediately destroyed this portion so that И there она could be a free passage here. снесла часть этого здания, чтобы верующие могли тут проходить. Well, these incidents, which are galore in the mother's life, only tell us something. Очень много я мог бы рассказывать таких историй жизни матери, но дело не в них, а в том, какой смысл они несут. That is, as Sri Aurobindo himself writes in a small book called The Mother, Я процитирую то, что Ауробиндо сам пишет в маленькой книжечке, которая так и называется «Мать». how many of you have read that book here? А кто из вас читал эту книгу? Has it been translated into Russian? Значит, она есть на русском? Well, you have got the secret. Ну, прекрасно, до сих пор от меня это в тайне. Well, as Sri Aurobindo reveals, and you know when Sri Aurobindo revealed that? А вы знаете, когда Шри Ауробиндо раскрыл этот секрет? In the beginning of the ashram days, the sadhaks did not believe in the mother that she is the divine Shakti.
В начале существования ашрама многие садхаки не верили в божественную силу, не верили в то, что мать и есть божественная шакти. They thought her to be a European lady who has come as a disciple of Sri Aurobindo. Но с чего бы эта сила должна проявиться в европейке, которая приехала к Ауробиндо? So in 1926, Sri Aurobindo wrote those 6 essays, or 6 letters in fact. Поэтому в 26 году Ауробиндо написал 6 этих письма, это на самом деле. And it is through those letters he reveals the full secret of the Divine Mother. И как раз в этих 6 письмах он и раскрывает всю тайну целиком того, что представляет собой мать. And there he tells us that this mother is actually an incarnation of Aditi. И он пишет там, что на самом деле мать является инкарнацией Адити, And that she has got 4 aspects. и что у нее есть 4 аспекта. As those who have read, you know, these are the 4 aspects. Те, кто читал Maheshwari, книгу, знают, это Махашакти, Maheshwari, Mahakali, Махакали and Mahasaraswati. и Махасарасвати. Well, these are not again names of goddesses. Please remember that. Это не имена богинь, пожалуйста, запомните это. These are consciousness of wisdom, Это сознание и мудрость, power, это сила и энергия, harmony, and perfection. а это гармония и защита. Perfection. И совершенство. You see, she represents this total consciousness, and that is why in the ashram or anywhere that she works, she wants us to establish in our individual life all these 4. Обладая этими 4 аспектами, мать в ашраме или где бы она ни работала, хотела бы, чтобы окружающие ее тоже проявлялись в этих 4 аспектах. So these 4 aspects, wisdom, power, harmony, and perfection, are actually supra-mental consciousnesses. И поэтому для нас мудрость, энергия, гармония и совершенство являются супраментальными качествами. In fact, Sri Aurobindo wrote in one of his letters that you do not take this form to be the ultimate thing. You must understand the reality beyond this form itself. На самом деле, в одном из писем Шри Ауробиндо писал, что нельзя вот этот облик матери принимать за все, что в ней есть. За ним стоят другие глубины. And here in these 4 aspects, we may represent any one of them ourselves. А эти 4 аспекта, любой из них может быть представлен нами самими. I remember suddenly an incident in my life. Я вдруг вспомнил еще одну историю. You see, on each birthday of ours, we used to prepare something by our hand as a present to the mother. Обычно, когда у нас наступали наши дни рождения, мы должны были сделать что-то собственными руками в подарок матери. On one birthday, what I did was I painted 4 aspects of this mother. И что же я сделал в один из своих дней рождения? Я нарисовал 4 аспекта матери. And after having on every sheet these 4 aspects, И после того, как я изрисовал всю бумагу этими 4 аспектами, well, I made a symbol like that. я сделал вот такого рода символ, And in the center, а в центре and if I'm not very wrong, I drew exactly the same face here. я, по-моему, сделал нечто вот совершенно то же, что здесь. It's quite a coincidence, but it's very interesting. Это, конечно, интересное совпадение, но, по-моему, я именно так изобразил эти аспекты. So I drew this face in the center. И лицо ее я нарисовал в самом центре. So when I took the paintings, she saw one by one all the paintings. И когда я отнес к ней эти изрисованные листы, она очень внимательно просмотрела их все.
They were more Chinese sketches, not paintings, Chinese ink sketches. Но это были вообще-то не живопись, а я пользовался тушью и так и делал как бы штриховые рисунки, Then she asked графические рисунки. me, which is Maheshwari? Which is? Maheshwari. И она, вглядываясь в них, спросила, так, а Махешвари где? And I had to tell her mother, this is Maheshwari, turning the page. И я ей показывала на такой-то странице, вот как раз Махешвари. Then I thought I had done a very good job, so I asked the mother to sign below here, because her face was here, to sign below. I had kept a big И я white blank решил, page. что я очень хорошо справился со своей задачей и попросил, чтобы она расписалась внизу листа, тем более, что там место было. But mother refused to sign it. Она не стала подписывать лист. She said, you have not caught my soul. Он сказал, нет, мою душу ты так и не уловил. Well, I was a little sad, surely, because I thought that I would get her signature and get her congratulations that you have done such a wonderful job. Но надо сказать, что я был расстроен, потому что я уже настроился на то, что получу ее автограф и вообще подтверждение того, что я очень хорошо справился с задачей. So I went and asked a senior sadhak in the ashram, saying, mother said like this, how can I catch the mother's soul? She is a divine being and I'm just a human being. How can I do that? И я There's a kind of a revolt in me. пошел к одному из старших обитателей ашрама, говорю, вот такую вещь сказала мать, а как я, будучи человеком, могу уловить ее божественную душу? Меня это очень мучило, и я чувствовал себя просто обиженным. It only tells us that it's not sufficient if there is a very good artist, he may do exactly as it is, and yet the painting can be without the soul. Все это говорит только об одном, что даже лучший художник, который может с большой точностью воспроизвести наружные черты облика, все равно может не суметь или не сумеет уловить божественную душу. So these images are not to be pieces of copying from photographs. Поэтому эти вещи не могут быть просто копиями с фотографий или с картин. One has to grow in one's love for the mother, only then one should attempt Надо any drawing. возрасти в любви к матери, и только тогда можно будет уловить ее душу. But on another occasion, I was pretty much rewarded. Но был и другой случай, когда я почувствовал себя вознагражденным. Say a month before my birthday, Примерно за месяц до моего дня рождения I was taking an afternoon nap, я прилег поспать после обеда, and suddenly I saw a vision. и вдруг увидел видение. And in that vision, I saw something very interesting. И я увидел нечто очень интересное. Well, I saw a circle like that, Я увидел такую окружность, and there was I'm in a very bad drawing here. по-моему, я не очень хорошо сейчас рисую. Here was the mother's symbol, Вот здесь был символ матери, and this was all glass pane here, and this was, glass. а это было как будто бы стеклом закрыто. It was a kind of a beautiful round box made out of glass. То есть все это выглядело как такая красивая шкатулочка, сделанная из стекла. And on top was the mother's symbol that we see here. А наверху был как раз вот символ матери, который мы видим перед собой. And it was meant to keep the mother's slippers. И мне пришло в голову, что эта коробочка очень хороша, чтобы мать держала в ней свои тапочки. Well, for most of you, it may be quite a Sandali. surprise that we in India hold that the slippers of a great rishi or a yogi or a spiritual person are very auspicious things to be kept at home. Ну, чтобы вы не удивлялись, я вам скажу, что в Индии считается, что обувь, сандалии или тапочки, или обувь какая-то, которую носил человек духовный, великий риши, считается вещью, которая приносит благодать. That's the Indian tradition. Это индийская традиция. So I prepared this box entirely Я myself, действительно сделал эту шкатулку, все самостоятельно сам сделал. and I made it with a beautiful velvet inside, И даже достал кусок бархата и внутри выслал ее бархатом. and on top of that there was a beautiful golden dome like that. И сделал такую золотую типа купола на крышке.
And that cupola is something like your own Russian architecture, golden domes. Действительно похоже по форме на те купола, которые на ваших церквах. So when I took it to the mother, Я принес это матери. she was so extremely happy to see that beautiful work. А ей очень понравилась эта шкатулка. Она была в восторге от нее. She said, "Is it for me?" И спросила, это что, мне? I said, "Yes, mother, it's for your slippers." Я сказала, да, это для ваших сандалий. So she was happy, she kept it aside. Она очень довольна была, отложила и оставила ее в сторонку. But you know, mother used to receive hundreds of such gifts every day from each person from a birthday they would give her. Естественно, она сотнями получала каждый день такие подарки. So I thought that the mother would give away my box to somebody. И поэтому у меня было подозрение, что так как-то моя шкатулочка затеряется, а потом, может, она ее кому-нибудь отдаст. But only a couple of years back, И только года два, наверное, назад I went and visited an exhibition of the mother's things, a permanent exhibition. я побывал на постоянной выставке личных вещей матери. And when I went and saw, I was so shocked and surprised and joyful when I saw my box in one of the Я был cupboards. потрясен, когда увидел на одной из полочек шкатулку моей собственной работы. So she had accepted it as one of her so-called possessions. Значит, она эту шкатулку мою никому не отдала, а включила ее в число того, чем владела сама. You can imagine what a great joy I had that the mother had really appreciated that dream vision and kept it as one of her себе possessions. представить, как я счастлив был, когда получил доказательство того, что то, что мне пришло во сне, и то, что я воплотил в эту вещицу, мать сохранила. One can keep on telling you stories and stories, Но я так могу до бесконечности вам эти истории рассказывать. but people have started looking at their watches. Но я думаю, что уже кое-кто начал на часы поглядывать. But there's one thing, when you look at the face of the mother in a photograph, Когда вы видите лицо матери на этой фотографии, do not think it's just a photograph. пожалуйста, не думайте, что это просто фотография. Well, it is, as she herself said, she is present in each of her photographs as you would see her physically. Как она когда-то сказала, она присутствует на каждой из своих фотографий в той же реальности, как она присутствовала бы в них физически. She has got hundreds of different photographs, У нее же сотни разных фотографий. and each one gets attracted to a different pose of the mother, И каждая из этих фотографий соотносится с различными позами матери, depending upon his own aspiration and contact. в зависимости от того, какой устремленностью обладал фотограф, в какой степени контакта с ней он находился. And people really feel her presence so strong that they even speak to her. И есть люди, которые с такой силой ощущают ее присутствие в фотографии, что даже разговаривают с ней. Well, I've had many experiences with this. У меня много было таких переживаний, Especially young people turning and speaking to the mother their whole heart and mind. Я знаю, что особенно молодежь, люди совсем юные часто обращаются к матери, говорят с ней и действительно изливают ей душу. I do not know if I remembered to tell you that just in Germany, I came across a young girl of 19-20 years Я хотел бы сказать, сейчас я вспомнил, я в Германии встретился с молодой девушкой лет 19, может 20. who did not know anything about the mother, Она ничего не знала о матери, никогда о ней не слышала. and in fact, she was a little averse to it because her own mother was trying to give her this. И на самом деле она даже с каким-то отрицательным зарядом относилась к матери, поскольку ее собственная мать пыталась ее вовлечь в это. А девочка противилась. One day I told her that, look, if you are a little averse to spirituality, И я ей как-то сказала, что если у тебя есть какое-то отталкивание от духовности, она тебя чем-то отталкивает, do a very simple thing. почему бы тебе не сделать очень простую вещь? That before you go to college,
tell her that you are going to the Но college, перед тем, как ты идешь в колледж утром, скажи матери, что я иду в колледж. and after returning from college, just tell her, Mother, I had a beautiful day. А потом, когда вернешься, скажи, мать, у меня сегодня день был хороший. I told her, just for my sake, do it for 15 days. Я сказал, ну вот ради меня, поскольку я тебя прошу, попробуй это сделать 15 дней. And from Germany, I went to Holland, А из Германии мы уехали в Голландию. and within 10 days, she sent me a letter. Дней 10 прошло, я получила от нее письмо. She said, not only I tell her that I'm going to the college and I've come back, but I started conversing with the mother. Она мне написала, что я не только ей сообщаю, что сейчас я иду в колледж, а вот я пришла из колледжа. Я начала беседовать с матерью. She is beginning to rely on the mother for all her day-to-day problems. И она стала полагаться на советы матери во всех своих повседневных делах. So I did not stop her life, her enjoyment, her college, nothing. То есть я не хочу сказать, что я как-то вмешался, вторгся в жизнь этой девушки. Я никак не помешал ни ее учебе, ни ее занятиям, ни ее развлечениям. Все осталось по-прежнему. This year when I went back to Germany, I asked her, И в этот раз, когда я снова был в Германии, я у нее спросил. she very frankly said, there were moments of great difficulty, Она мне очень честно, откровенно сказала, что у нее были большие трудности. but on the whole, she is really happy Но в целом она просто счастлива. that the mother is beginning to guide her on a day-to-day level. Потому что мать начинает руководить ее поступками, ее действиями в повседневной жизни. Well, this is why I say, youngsters, when they're given the right thing, they can contact the mother much easier. Поэтому я и сказал, что молодым, когда им вовремя дают какое-то правильное наставление, им гораздо легче войти в контакт с матерью, чем людям старшего возраста. Well, this year when I was in Germany last month, И когда я в этом году был в Германии, в прошлом месяце, I gave a 4-day seminar, 6 hours a day, purely on this little book, The Mother. мы там проводили семинар, он шел 4 дня по 6 часов каждый день, и все было построено вокруг этой маленькой книжечки Шри Ауробиндо, которая называется «Мать». And that too on chapter 6 alone, not all the 5 chapters. И даже мы взяли не все 6 глав, а только одну, шестую. Because the German people wanted to know the real truth of the mother. Потому что немцам было очень интересно узнать о том, что есть истина матери. And she has gone into their life so deep И мать настолько глубоко проникла в их жизни, в жизни тех, кто участвовал в семинаре, that their entire life has changed. что многие мне говорили о том, как полностью изменилась их жизнь. Well, if ever we get a chance, И если у нас когда-нибудь появится возможность, I wouldn't mind coming down back to Moscow and giving you the same course. я бы с удовольствием приехала еще раз в Москву с тем, чтобы провести с вами такой семинар. Because to conclude, I would only say В заключение я хотел бы только сказать, that all that I've spoken to you in the last 2 days все, что я вам говорил в последние, предыдущие 2 дня, and especially I want to tell you, the Western devotees, и особенно я хотел бы подчеркнуть, что последователи учения на Западе, because I hear many of you saying, I have started sadhana, I'm doing last 7 years, last 3 years. я от многих слышал, и здесь тоже слышал, что вот я начал делать садхану. Кто-то говорит, я делаю уже ее там 5 лет или 7 лет. Many people say, oh, I'm practicing integral yoga. Или мне говорят, вы знаете, я занимаюсь интегральной йогой, я следую этому пути. I don't understand how you practice integral yoga. А я не очень хорошо понимаю, как можно Can I say I'm practicing breathing? интегральную йогу. И мне же в голову не приходит сказать кому-то, вы знаете, я практикую дыхание. This yoga is as natural as breathing itself. Йога должна быть настолько естественной, она здесь настолько естественна, ну как дыхание человека. The very fact you say that I am practicing, that is the beginning of the problem. И человек, который мне говорит, что я занимаюсь интегральной
йогой, сообщает мне, что у него начались проблемы с ним. One Иначе day, он этого не сказал. one day a sadhak of the ashram went to the mother and said, Однажды один из обитателей ашрама пришел к матери и говорит ей, Mother, I've been practicing yoga for 30 years now, говорит, я уже 30 лет занимаюсь йогой. but I've not achieved much, I think. Сказал, по-моему, я как-то мало продвинулся. And the mother said, that is because you have done it completely wrong. Мать ему сказала, наверное, потому что занимался этой йогой совершенно не так, как надо. And the man was shocked and surprised because he had read all the synthesis of yoga, all the Savitri, all the life divine, all the mother, and still he had done something wrong. Был потрясен, он перечитал все книги Ауробиндо, он знал наизусть синтез йоги, он все делал правильно, он читал все, что написала мать, и вдруг ему говорят, что он 30 лет потратил зря. So he asked the mother, where did I go wrong, mother? И он ее спросил, а что я не так сделал, где я ошибся? She said, let me ask you something. И она сказала, а можно я задам тебе вопрос? So what do you do when you get up in the morning? Вот когда ты утром встаешь, ты что делаешь? I brush my teeth. Он говорит, зубы чищу. And then Ну а дальше? I take a shower. Душ принимаю. Then Ну а дальше? take my breakfast. Завтракаю. Then А дальше? go to my office. Иду на работу. What do you do? А на работе что I do my делаешь? work in the office. Ну, работаю. Yes, that's exactly where you went wrong. Так вот, как раз это и неправильно сказала мать. From now on, she said, let me brush your teeth, let me give you the shower, let me give you the breakfast, let me work for you in the Прямо office. с сегодняшнего дня начнем так. Вот я за тебя чищу зубы, я за тебя принимаю душ, и я в офисе делаю твою работу. And she said, this is the secret of integral yoga, to В let этом- the divine work for В you. этом и есть секрет интегральной йоги. Всевышний это делает, не ты. And so let us not think that this integral yoga can be done by one's own effort. Поэтому не надо даже предполагать, что интегральной йогой можно заниматься самому. The whole emphasis must be to make her work for us. Потому что вся сила в том, чтобы заставить йогу, заставить божественную силу работать через нас. In one of her beautiful messages, she said, И в одном из своих прекрасных посланий она сказала, she said, be happy, be simple, будь счастлив, будь прост and remain open to me. и оставайся открыт мне. And do the work that you are doing as well as you can. И делай то, что ты делаешь, ну как можно лучше. So you see, this is the foundation, or the best way is to remain open to her. Поэтому основа основ и лучшее, что можно сделать, это сохранять открытость в отношении матери. In fact, very honestly, a month back, again, I was in Holland, И опять-таки месяц назад, когда я был в Голландии, and there's a beautiful group of people who are practicing integral yoga. а там есть очень славная группа людей, которые увлечены йогой, интегральной йогой. And when I told them about this secret that let the divine work for И you, когда я им сказал, что секрет йоги в том, что Всевышний работал через вас, вместо вас, some of them were so extremely happy кое-кто из них был так счастлив, because they said, Ananda, we were trying to do this by myself. I was not able to do. He was in a tremendous tension. потому что мы старались это сделать сами, каждый старался сделать как умеет, кое-кто из нас был в очень большом напряжении и стрессе. And with this secret, he said, wow, what a tremendous unburdened I feel С now. этим секретом, когда эта тайна открыта нам, Господи, насколько же легче будет жизнь. So this is, friends, the real inner secret of what all we said. И вот в этом, друзья мои, заключается настоящий секрет всего, о чем мы с вами говорили. Mentally, I can give you talks and talks to clarify what integral yoga is. На ментальном уровне я могу вам давать лекции за лекцией, рассказывая, растолковывая, что такое интегральная йога. But this mental clarification will not lead us anywhere. Но еще раз, ментальный уровень никуда никого из нас не приведет. You put it into practice, you will see the difference.
Попробуйте сами этим заниматься, и вы почувствуете разницу. And lastly, only two things I will say. И, наконец, я хочу еще две вещи сказать. One is to let the mother do the sadhana for you, Пусть мать делает вместо вас садхану. and for that, sincerely love the mother and call the mother. А для этого вам надо только искренне ее любить и призывать ее. I mean, we may not be able to aspire, to be sincere, to be surrendered, to reject. Nothing we may not be able to do. Может быть, у нас и не получится ничего из этого. Ни искренности не хватит, ни призвать не сумеем, и не сможем отрешиться от себя, и не сможем совершить акт самоотдачи. Just tell the mother, Mother, let me be sincere. Mother, let me aspire. Единственное, о чем вы можете просить мать, вы можете ей говорить, ну помоги же мне быть искренним, помоги мне по-настоящему стремиться и так далее. And ultimately you can say, Mother, let me be open to you. И, наконец, что еще вы можете спросить у нее, сказать, мать, помоги мне сохранять открытость к тебе. I think never has earth seen a simpler, a more beautiful, a more joyous path to the divine than what is given by Mother and Shri Aurobindo. Едва ли когда-нибудь человечество знало путь более ясный, более краткий и простой к познанию Бога, чем тот, который предлагают нам Шри Ауробиндо и Мать. And if you are touched by her in any way, Если она каким-то образом прикоснулась к вам, let that feeling within you, let it grow. дайте этому ощущению, которое у вас осталось, прорасти, разрастись. Let not your doubts and debates come and trample this beautiful emotion. Не давайте сомнениям, не давайте спорам внутренним затоптать этот росток. As again Sri Ramakrishna once said, Опять-таки, как Рама Кришна однажды сказал, that the bumblebee, it goes round the flower, вот как оса летает вокруг цветка, and when it's going around the flower, it makes a lot of noise. очень шумно летает оса вокруг цветка. But when it settles down to suckle the honey, как только она садится для того, чтобы впитать в себя в нектар, наступает тишина. at that time it is quiet. Очень тихо. This is exactly what yoga is. Вот это и есть йога. As long as we have these doubts and debates and Пока questions, мы спорим с собой, пока нас одолевают сомнения, большой шум создается. we will make a lot of noise. Мы очень громко шумим. Asking this question, going to that person, seeking a guru and all that. Задаем вопросы, идем к одному человеку, ищем другого гуру и так далее. But once you taste the love of the mother, Но как только вы ощутили любовь матери, all your doubts and debates are gone. это конец всем сомнениям, всем внутренним спорам. Well, if you still have doubts, А если даже все-таки остаются какие-то сомнения, well, you are all invited to come to the Sri Aurobindo Center тогда всех приглашают приходить в Центр Шри Ауробиндо for advanced research that have started at Pondicherry. Это адрес в Пандишери. Well, those of you who are on email, you can write to me. У кого есть электронная почта, пожалуйста, пишите мне. Вот вам адрес. At this address. sakarvsnl.com. sakarvsnl.com. That is a research center I have started at Pondicherry, Это тот центр научно-исследовательский, который я возглавляю в Пандишери. where I take regular courses in the works of Mother and Shri Aurobindo. И я там провожу регулярные курсы по трудам Шри Ауробиндо и Матери. I take classes in the Life Divine, in Savitri and Synthesis of Yoga. Я провожу занятия по жизни божественной, по Савитри, по синтезу йоги. So if you come individually, you can come and stay with us. We have a guest house and we have a big library. Если будете приезжать поодиночке, есть где вас разместить, у нас есть гостевой дом. And if you come in groups, we take particular workshops for all these groups. А если приедете
целой группой, то мы устраиваем такие, ну, типа научно-практических семинаров. But for all this, you must know English. Но для этого нужен пустяк, вы должны по-английски говорить. I don't know Russian, Русский мне пока не выучить. except to say Я могу только одно сказать по-русски. spasibo and до свидания. Спасибо и до свидания. Let's have a minute's concentration to thank the mother. Может получиться так, что через год я снова приеду в Россию. Если это будет так, я бы очень рад был снова встретиться со всеми с вами здесь. И мне бы очень хотелось, чтобы хоть кое-кто из вас сказал мне, что мы любим мать больше, чем любили ее год назад. На этом встреча сегодня закончена. Всем большое спасибо за присутствие. Tat